Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы проведем онлайн-гадание. И перед вами 6 колод, которые на вас смотрят. Вы выберете. И перед этим я вытяну карту, которая будет с нами прорабатываться. Так, раз, два, три, четыре. Карта шута. Мы видим шута. Куда он идет? Он идет в опасность. За ним идет песик, который его сдерживает. И мы видим надгробный памятник, где прошлое идет в ногу, в настоящее и будущее за шутом. Получается, он несет свои тяготы, свою кармическую задачу. И если есть опасность, он уже должен ее как бы победить. А если он не сможет, тогда он попадет в пасть крокодила. Ну, это образно. Карта 0, да, это шута. Так, начали. Выбирайте себе колода, которая на вас смотрит. Раз, два, три, четыре. Начали. Выбрали, да? Теперь приступаем к первой колоде. А еще я могу сказать, что если у кого-то ситуация уже проиграна, значит, это было. Это может быть было. А если карта шута, да, при данном раскладе, да, который будет проигрываться из 6 колод, может выйти и прошлая ситуация, и настоящее, и будущее. Это Джокер. Он может все что угодно показать. Если даже и прошлое, значит, вы и об этой истории не забыли. Это кармическая задача еще где-то там висит над вами, можно так сказать. Так что начинаем. Первая колода, потом еще, извините, так, 26 карт, это 46, 46, 23, 46 и 3 старших аркана и 3 старших аркана. 69, 69 карт. Вот так, 46, 46, 46, 23, 69, 69. Начали. Все. Так, начали. Тот, кто выбрал красную колоду, что вас ждет? Так, раз, два, три, четыре. Так. Может быть, еще ситуация какая-то. Знаете как? Это же карты. Так. Раз, два, три, четыре. Это вы при данной карте. Что вы скрываете? Как вы преподносите себе обществу? И что было, что есть, и удовлетворение. Итог. Так, начали. Так, раз, два, три, четыре. Это вы. Мы видим Луну. Что вы скрываете? Колесо. Карта решения. И что из этого? Получается, в этом моменте есть какой-то обман. Вы обманулись. При этом обмане вы попали в смирительную ситуацию. Вы должны смириться. Как же так? Я ничего не могу сделать. Много сплетен про меня говорят. Все говорят обо мне одно и то же. Мне неприятно. Это какие-то сплетни, деньги, бизнес. И вы не хотите этого слышать, видеть. Вы нервничаете. Вас обманули. Можно так сказать. Потом еще смотрите, если идут разборки у вас, и вы попали в западню, именно западня, ну как коробочку,
И чтобы выйти, помощи нету, помощь минимальная. И получается, кто мне поможет? Только тот, на которого вы возлагаете, или же вы кому-то помогаете. Это минимальная помощь. И эти люди, которые вас довели до данной ситуации, где вы стали экономить, экономная ситуация ведет к тому, что вы остались где-то там на бабах. Разборки, конкретные разборки развернулись на все 4 стороны. Вы внутри себя вошли в гнев и говорите самой себе: эти родственники, эти друзья. Ну, родственники, друзья, бывают друзья как родственники, да? Эти люди, как они мне достали, сколько можно, меня обманули. Обман высшей категории. Я не ожидала этого, я осталась на бабах. Потом в этой ситуации еще, может, дети, может, нужны деньги для беременной женщины. Кто же ей поможет? Я должна ей помочь. Или ей нужна моя помощь. Там получается рождение. А денег нет при обмане. И сплетни по поводу этой женщины, вы еще кому-то помогаете, хотите помочь. И получается, просматривая документы, вы не хотите, вы не можете ей помочь, потому что эти бумаги, какие-то бумаги держите на руках, и они вас волнуют. А что сделать, если вас обманули? Выйдете ли вы из этой ситуации? Так, теперь смотрите, через эти документы, бумаги, где вы писали много просьб или на рассмотрение этих дел, вам отказывали. Если вам обещали опять-таки какую-то комиссию, она тоже откладывается. Фатальный исход. Напрасная трата денег. В общем, вот такие карты вышли. Но вы не расстраивайтесь. Но фактически уже вы пришли к финишу. Там еще немного будете бороться, но вы уже устали. Можно так сказать. Так, следующая колода. Так, теперь тот, кто выбрал вторую колоду. Так, мы берем шута. Так. Что вас ждет или что было? Потому что шут может показывать и прошлую ситуацию, потому что это карта времени. Так, это вы сами. То, что вы скрываете. Проблема. Что вы видите, что вы чуете. Ваше удовлетворение. И что из этого? Так, начали. Вы при шуте. Мы видим Фемиду. Так, то, что вы скрываете. Солнце. Так, дальше. 21 аркан. Сила. Так, тот, кто выбрал коричневую колоду, ведет сам себя к гневу. Этот гнев ведет еще, знаете, к борьбе. Вы готовы бороться, искать, надеяться. Это Луна, да? И получается, через тех людей, которые вам хотели помочь или обещали вам помочь, они как бы могут согласиться с вами и говорят вам: мы тебе поможем, не переживай. Ну, как бы еще подтяни себя, у тебя все получится, они ему говорят. Это вам, они вам говорят, то есть. И ваша осторожность,
ведет к тому, что у вас что-то не срастется. Ну, можно так сказать. Вы заложник ситуации. Вырваться из плена нельзя. И люди, которые вам обещали, они ничего не могут сделать, потому что есть момент как бы неопределенности. И да, и нет. И да, и нет постоянно обещающая программа. При обещающей ситуации есть переживания. Вы очень сильно переживаете. Потом солнце, да, под сердцем солнце. Это нервная система. Вы очень, видите, слепец – это тьма, а есть свет. И получается, в вашей душе есть где-то какая-то частица света. Но так как, смотрите, две Фемиды – это слепые, ну я их так называю. Слепец, две слепые. 21 аркан. Видите, получается, люди, кони, звери, куда? Куда я пойду? Где мое место в жизни? И борясь за свои интересы, вы можете не получить согласия. Вам могут отказать, потому что две слепые, они как бы рубят все на своем пути, и получается ситуация очень щекотливая. И Луна, эта ситуация погружается и несется в ясность. Ясность не вносится в эту ситуацию вашу. Теперь две стихии огонь. Огонь, земля, большая вода, время, огонь. Потом смотрите, есть солнце. Есть другое солнце. Это солнце, получается, 21 аркан, черная дыра. Вы сейчас находитесь в темном зазеркалье, ну как будто черное зеркало, можно так сказать, где вы, надеясь на самого себя, только надо, и в итоге можете сами себе плохо сделать. Если так получается, лучше придержать свои эмоции, желания, и ситуация сгорает. Так, теперь, если мы видим мага, маг – это огонь, два огня. Чтобы мчаться куда-то, посмотри, друг, куда ты мчишься. Ты еще многое не знаешь, можно так сказать. Подучись, найди себе уверенное направление, потому что есть в тебе сомнения. Вот такие карты. А если два огня, смотрите, огонь, огонь, огонь. И большая вода, и земля. Эта ситуация как бы тушится. Если вы хотите что-то сделать, утихомирьте себя, успокойтесь, включите интуицию, это Луна. И через свою интуицию не рубите с плеча. Можно так сказать. Так, следующую колоду мы смотрим 3. Так, тот, кто выбрал третью колоду. Смотрим, что скажет вам шут про вас. Тут 23 карты, как и вот в этой. Так, начали. Это вы сами при шуте. То, что вы скрываете. Что вы видите, чуете. Что получается, итоговое и ваше удовлетворение. Так. Шут и дьявол, да? Так, что у нас получается? Мы видим 15-го. Это огонь. Вода, огонь, воздух, земля и огонь. Так, смотрим. Получается, вы возмущены. Ваши возмущения не имеют
как ваше возмущение напрасное. Вы ничего не можете сделать. Этот скандал, который осуществился, вроде бы он и закончился, но в этом плане, можно так сказать, после драки кулаками не машут. Остановитесь. Зачем вам идти туда, куда не надо? Вы не сможете ничего сделать. Уже все. Ваша песенка спета. Через этот большой обман, который вас ошеломил, он вас остановил. И получается, в этом обмане, именно обман, конкретный обман, вы могли бы его дальше разоблачать, но его нельзя разоблачить. Этот скандал вроде бы и утихомирился, но ничего уже нельзя сделать. Эта ситуация требует тишины. В этой тишине нужна медитация. Эта медитация требует осмысления данной ситуации, где вы, может, позже что-то сможете сделать, поднять эту ситуацию все-таки изнутри. Получится у вас? Значит так, получается. Вы довольствуетесь тем, что есть. И слава Богу, эта ситуация все-таки улеглась. Вы следите за ситуацией, будьте осторожны и держите этого человека на пульсе. Потому что когда вы в своих поступках где-то там раскаетесь, тут как бы нужно подумать, друг, да, нужно остановиться, помедитируй, все будет хорошо, без тебя все там решится. Единственное, вы можете наблюдать за данным объектом или ситуацией, которая чуть позже разрулится. Всему свое время. И это связано с людьми, которые при своих должностях, потому что должность, которая как бы и перевернулась с ног на голову, вы это увидели. Но теперь нужно эту ситуацию все-таки пересмотреть во времени, тут карта времени, перекипеть, остановиться, подумать, помолиться, вспомнить Бога, ну, можно так сказать, это медитация. И вы только потом выйдете уже на арену и можете уже делать какие-то предъявы. В общем, вот такие карты. Ну, в принципе, лучше остановиться, потому что можете навредить. Пусть будет так, как есть. Ничего изменить нельзя. Но чуть позже все будет хорошо. Значит, я собираю карту, мы смотрим 4-ю колоду. Спасибо. Так, теперь тот, кто выбрал 4-ю колоду. Так, 23 и 23, 46 карт. Смотрим. 1, 2, 3, 4. Это вы при карте шута. То, что вы скрываете. То, что вы видите, чуете. И что из этого? Так, смотрим. Это вы сами. Императрица. Так, что у нас здесь получается? Внутри себя. Видите, как вы себя обществу преподносите? Вы очень скрытный человек. Теперь внутри себя вы понимаете, что на вас тяжелая ноша. Эта ноша требует
авантюры. Вы как бы готовы на какие-то подвиги, ну я вот так могу сказать. Желательно их не принимать. Вы хотите, может, отомстить или что-то сделать, ну как бы насолить кому-то. Эта ситуация не нужна. Эта насильственная ситуация может навредить вам. И чтобы ее осуществить, нежелательно. У вас все равно ничего не получится, даже через второй, третий, четвертый заход. Вы увлекаетесь магией. Эта магия может вам навредить. Или же, знаете, кто-то вредит вам через магию. Вы знаете, что этот человек вам вредит. И вы понимаете, что вам как бы идет гадость от этого человека. И этот человек готов на все. Не обращайте внимания, у этого человека ничего не получится, чтобы вам навредить. Да, есть какое-то препятствие, и вам тяжело с деньгами. Но ничего страшного, не планируйте. Молитесь, нужно молиться. Только через молитву можно пройти этот путь. И чтобы стать и идти, как бы стала и пошла, нет. Остановитесь, подумайте, размышления. Вы живете за городом, занимаетесь травами, вы их сушите. Они у вас там аккуратненько по баночкам, по пакетикам разложены. И занимаясь травами, вы травник или травница, да, например, единственная ваша отдушина. И получается, чтобы куда-то их, чтобы свою идею кому-то выдвигать, не надо. Каждый сам ищет свой путь. Но вы хороший травник или травница. Так. А то, что очень тяжело, большие переживания, вы с кем-то повздорили, очень трудно. Как же так? Деньги. Кругом деньги. У меня мало денег. Разорение. Можно прийти к разорению. Разорение дальше вашего дома никуда не двинется. Останьтесь там, где вы есть. Подождите, перетерпите, все у вас устаканится. Потом смотрите. Если вы занимаетесь травами, где у вас еще есть от ваших предков остались эти навыки, вы много чего еще не знаете, надо набраться опыта. Опыт в старых бумагах. Эти бумаги лежат у вас там наверху. Получается, вы живете обособленно, ни с кем не общаетесь, или желательно ни с кем не общаться. Вы планируете куда-то выдвинуться. Вы выдвинетесь, но через молитву. Получается, чуть молясь за какого-то человека, вы его отправите вместо себя. Ну, например, вы хотите поехать сама отправиться? Нет, вы отправите другого человека, который сделает эту работу за вас. Да, нужно дать деньги ему, потому что без этой рекомендации и усилий этого человека вам ничего не выгорит. Вот так можно сказать. Так что проверьте еще раз, сделайте эту ситуацию или свяжитесь с той стороной, которая вам поможет. Именно с той стороной. Вы сами не выездная, а к вам должны прийти какая-то информация, которая... прийти к вам информация с той стороны, и вам скажут, все хорошо, все в силе, не переживайте. Единственное, опять-таки, я могу сказать, только через молитву, через переживания ваш опыт пригодится в дальнейшем. Вот так вот. Но то, что вы занимаетесь травами,
травами. Это хорошо. Вы очень такой человек набожный, я еще могу сказать. Молитесь, ходите в церковь. И пока вы не можете пойти, вы можете молиться дома, можно так сказать. Молитесь, и вам дано будет. Вот такие карты были. Так, теперь насчет той стороны, которой вы свяжетесь. Связь была, связь есть, и связь будет. Так, теперь смотрите. Ничего страшного, что в этой ситуации связь где-то там надломлена. Бессмысленно что-либо с кем связаться. Бессмысленно с кем. Кто мне поможет? Но нет худа без добра. Есть какая-то ситуация, которая вас выведет напрямую. Вот. Потом, если у вас есть осложнения, проблемы, не горюйте. Все будет хорошо. Вы встанете, вы пойдете. У вас все получится. В общем, вот такие карты были. Все, я собираю карты. Спасибо. Пишите комментарии. Так, теперь кто выбрал пятую колоду? 69 карт. Так, смотрим. Что вам скажет шут для вас? Это вы сами. Что за вашей ситуацией скрываете вы от людей? Для себя тоже нужно что-то знать. И меньше знает, лучше спят. Молчите. Так, теперь. Как вы себя преподносите обществу? Что вы видите? Что вы чуете? И что из этого? Так, это вы сами. Луна. Это вы. 13-й аркан. Как вы себя преподносите обществу? И что из этого? Так. Получается, вы не такой уж и глупый человек. Вы анализируете все. Вы грамотный. Как говорится, язык до Киева доведет, да? И ваши знания успешные. Но чтобы знать еще языки, вам тяжело освоить этот язык. Есть проблема. В насильственной форме ничего нельзя сделать. Не заставляйте себя. Дайте себе отдохнуть. Отдохнувшись, вы сможете дальше идти учиться. Ваш смысл жизни – учиться, учиться и учиться. Несмотря на то, что вам тяжело все дается. И занимаясь науками, у вас вы очень многогранны, да, вот так можно говорить. Вы многогранны, много знаете. И ваша жажда знаний не знает предела. Но есть то, что вы еще не можете никак осилить. Отдохните опять-таки. У вас все получится. Но чуть позже, при исполнении своего долга, вы должны, ну, как бы не должны, вы дайте себе шанс расслабиться, отдохнуть и начать заново с чистого листа. В общем, такие карты вышли. Потом еще можно сказать,
Вы безумны, вы много чего хотите, да, это жажда, жажда. Объять необъятное нельзя, надо где-то взять золотую середину, ее тут нету в колоде. Осилите ли вы самое себя? Придете ли вы к победе? Мера, да? Так, получается, вы осилите самое себя или самого себя. У вас все получится. За лето справиться можно, за лето. Только нужно поднажать. Но все-таки перед этим дайте себе отдых. Всему свое время. И в этом времени есть шанс. При летнем успехе у вас все срастется. Ваши знания пригодятся как старых книг, как старые книги, старые бумаги или старая документация. Они там, эти документы, бумаги находятся внизу. И чтобы их поднять, раскрыть, всему свое время. Потом, когда вы будете выдвигаться чуть позже на какую-то сторону или куда-то ехать, нет, пока дороги нет, подождите, пока учитесь и учитесь и учитесь. Ну, блин, ой, извините. Тут получается, знаете, тут как знание, знание в знании в знании. Это как матрешка у вас, я так поняла. Вы знаете много, но чтобы расширить, тут надо еще как в матрешку войти. И тогда вы уже совершенны. Вот так можно сказать. Вы очень умный человек. Да. Спасибо. Пишите комментарии. Так, следующая колода. Так, теперь тот, кто выбрал шестую колоду. Так, что ж скажет шут про вас? И вы при шуте. Что будет? Или что было? Потому что шут это может быть и прошлая ситуация. Так, раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Это вы. Это то, что вы скрываете. Что вы преподносите как себе обществу. Что вы видите, чуете. И что у вас получится. Удовлетворение. Так, это вы. Это то, что вы скрываете. Так. Ну, я могу так сказать. Много воды утекло во времени. Эта ситуация, видимо, прошлая. Вот так могу сказать. И эта ссора старая. А если она вот должна, вот сейчас она будет, например, назревать, то вы ее будете всю жизнь помнить. Еще вот так я могу сказать. Так, теперь вы очень сильно переживаете за бумаги какие-то. Эти бумаги очень важные для вас. Вы потратили много сил, вы боролись с системой или с законом. Закон не работает. Потерянное время, ссоры, скандалы. Один на один, оставшись в этой ситуации, только остается переживать. Господи, кто же мне поможет? Так, кто же мне поможет? Потом смотрите, если я солнце, да, видите, двойное солнце, это обжечься. Получается, и черная дыра, да, получается, энергии, которую вы
вваливаете в эту борьбу энергию, да, или вы с какими-то бумагами работаете, вы всю себя отдаете этой энергии, она напрасна. Поняли, да? Это получается, все погружается во времени туда. Это ненасытное время кушает вас и никак не остановится. И получается, на вас влияют люди какие-то. Эти люди, как, вы знаете, есть выражение «свой среди чужих, чужой среди своих». Вы не доверяйте этим людям. Они вас ведут в преисподнюю, ваши дела. И получается, сколько бы времени вы не тратили, все напрасно. И вы сами убедитесь во времени, что ваши бумаги не работают, ваши документы не работают. И что бы вы ни делали, ничего у вас не срастается. Потом вы, несмотря на то, что вы образованный человек, знаете законы. Эти законы очень важные для вас, но они не работают. Вас водят за нос. Не верьте тому, что видите, не верьте тому, что слышите. Идет парализация дел. Через парализацию дел горит все огнем. Ну, вот так скажем. Теперь земля, земля. И вы. Вы как бы в пещере. В пещере, куда бы вы ни пошли, есть шум. Но этот шум не из ничего. Он кипит, да, этот шум, шумит. Ну, вот как будто вы идете по дороге, толпа людей, и там идет, и слева толпа, и справа. И кто-то вас уводит во времени, чтобы вы напрасно потратили время. Будьте осторожны, хотя вы знаете, что уже столько вы денег вложили, что остались как принцесса на бобах, да? Вроде бы все есть, но ничего у вас нету. Нужно пересмотреть этот план, остановиться, подумайте, оно вам надо? Ну, я так вот. А если оно вам надо или не надо? Сейчас посмотрим. Оно вам надо? Странный вы человек. Да, вот так я скажу. Вы очень умный человек. Единственная помощь мне поможет он, ну, какой-то человек, на которого вы полагаете. И довести ситуацию до конца можно, но это мазохизм. Получается, куда бы вы ни пошли, где бы вы ни были, эта ситуация ведет к мазохизму. Мазохизм в заколдованном царстве, в котором вы находитесь, ведет переживанием, и все очень тяжело натянуто продвигается, и этот шум людей, где все кричат я прав, я знаю, никто ничего не знает, потому что эта ситуация заколдована, и попадая в центр Вселенной, где тьма во тьме, люди, кони, звери, я еще называю эту карту, она ничего толком вам не даст. Ну, попробуйте, есть шанс, да, вот. И говорите, я знаю, кто мне поможет, я знаю. Этот человек грамотный, он все знает. Я видела его еще когда-то маленьким, он учился хорошо, например. Но эту проблему он не осилит. Все, пишите комментарии. Всех вам благ. Спасибо.